О, господи. Что? У тебя такое лицо, будто ты Мусфиру увидел. Да нет же, там. Это что еще такое? Дайте я попробую. Мы пришли с миром! Мы пришли с миром! О май гад! Та-та-та, огромная статуя Селиасет, огромная птица-монстр. Да, друзья, мы в Нахвамдисе, проклятом городе. Пора забрать, возможно, самый важный огонь за всю историю сезона. Огонь Селиасет. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка, Синдбад, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы в заброшенном проклятом городе. Добро пожаловать в Диди Нахвамдис. Напомню, что я, Бурис, Дана, солдаты Амара и приспешники Тойфутуна были отправлены сюда, на Зеленый континент, дабы наша команда смогла найти важный и, как нас некоторые уверяют, последний огонь. Хотя Дана настойчиво уверяет про количество 13. Да и я как бы вижу название сезона, 13. Давайте посчитаем. У меня молот, клык, меч, свиток, горн, перчатки, лук и роза. Это 8 огней. Найдя солнце Селиасет, будет 9. Еще 3, как мы помним, находятся у Тойфутуна, то есть всего 12. Но какой же тогда 13-й огонь? Именно это, надеюсь, мы сегодня и узнаем. Ну или же встречайте, перед вами руины некогда великого поселения. В данный момент из великого здесь осталась статуя богини Селиасет и... Все? Да, вот, все. Как вы понимаете, на деле же теперь это очень опасное место, кишащее проклятыми монстрами, мутантами и даже животными переростками. Наша цель номер 1 — не умереть. Наша цель номер 2 — найти огонь Селиасет. Но помимо этого, я также напомню, что мы опять какого-то черта, совершенно случайно, буквально в том месте, где не могли обнаружить, обнаружили Синдбада. Я клянусь, меня начинает напрягать этот картограф. Кто он такой? Почему ему так просто удается появляться в таких странных, опасных местах? Алло! Вставай! Давай. Поговорить? Понятно. Дана, кстати говоря, проснулась, в предыдущей серии спала, и прямо сейчас я заметил то, что она как будто на монстра пялится. Нет? Ну-ка. Ух ты ж, ё-моё, как близко. Дана, все нормально? Да, я просто не понимаю, почему этот монстр не может догадаться вытащить меня своей лапой? Очевидно же, хоть он и не может залезть в дом сам, но вытянуть-то он меня может. Ты, кстати, как думаешь, это действительно бывший член братства? Да, я вижу у него маску, только не говори про нее. Я просто не могу понять, как же он тогда до сих пор живой-то? С тех событий прошла куча времени. Даже дети первых членов братства уже умерли. А если братство все это время посылало тайком сюда экспедиции? Это похоже на что-то, что Салик мог бы сделать. Все это время он скрывал от нас, что он играет роль бога фараона, но я не могу понять, зачем ему это надо? Не удивлюсь, если он просто сбрендил от того, что скрывает себя от своего сына. Когда вся твоя жизнь построена на лжи, начинаешь по привычке врать везде. А по мне так, намного лучше быть настолько сильной, чтобы везде говорить только правду. И никто ничего не мог тебе сделать. Вот ты, например. Волосы у тебя отвратительно лежат. Ну? И что ты мне сделаешь? А ты вот зачем? Ну, мы же нормально общаемся, ты понимаешь, нормально. У меня сейчас, кстати, скоробея в спине нет. Может быть, сразимся? Ты же сказала, что только правду говоришь. Вот обманщица, а? О, кстати, мы можем подколоть ее. Ничего я тебе не сделаю, Дана, я выше этого. А у тебя ноздри большие. Как тебе такое, а? Что, ноздри? Ну да, вполне себе нос мы видим. Короче, мне вот этот вариант нравится. Ты же сказала, что только правду говоришь. Вот обманщица. А я бы не смогла быть настолько самоуверенной с такой-то прической. Слушай, давай-ка лучше оставим этого олуха здесь. Драться он не умеет, а воняет от него так, что все монстры сбегутся прямо на нас. Да уж. Если все вокруг тебя воняют, Дана, так может быть это ты наступила в хору, а? Что за...
Так как ты смеешь? И давно ли ты проснулся? С момента, как ты начала свои глупости задвигать. Да уж, не ожидал, что члены братства что-то скрывают друг от друга. Удивительно, что ваша организация до сих пор не развалилась. А ты-то что знаешь про тайные организации? Ну, ничего, например. Но только потому, что никто из моих друзей никогда бы в таком участвовать не стал. Ну тогда самое время из этого списка вычеркнуть Акетру. Нет. О чем говорит эта сумасшедшая женщина? Эй, Ло! О чем она говорит? Что это означает? А чего ж ты на него так смотришь-то? Ты что, правда думаешь, что у него есть какое-то влияние на госпожу? Он только воображает себе, что она к нему прислушивается. А вообще я сама не ожидала, что купить Акетру будет так легко. Пока ты здесь рисковал своей жизнью, чтобы помешать злому братству, прекрасная госпожа Акетра с радостью приняла подачку Тайфутуна в виде поста городской советницы. А когда мой дорогой брат Салик после этого мягко предложил ей стать золотой маской, даже объяснять не пришлось, какие последствия были бы у ее отказа, потому что она сразу согласилась. Мне кажется, ваша любимая госпожа просто переметнулась на нашу сторону, потому что поняла, все ресурсы на нашей стороне, а где ресурсы, там и правда. Нет, вы просто не оставили ей выбора. А теперь ты ведешь себя так, будто это ее вина. Ты злая. Ай, да-да, ты очень наблюдательный. А вообще все, хватит. Сильнее мне вас уже не расстроить. А значит, дальше будет скучно. Ай, монстры. Ладно, если ты хочешь идти с нами, мореход, то хотя бы просто не мешайся под ногами. На улице недалеко от нас гуляет 3 твари, парень. Я возьму на себя 2. Тебе нужно зарубить хотя бы 3-го. Мы и так потеряли кучу времени здесь, надо торопиться. Да, интересно, из-за кого это мы тут торчали-то так много, а? Что? Ладно, молчу. Ну вот и отлично. За мной. Так. Пошел! Подожди, что? Ой. Я одним ударом убил чудовище, ни хрена себе! Чай. Давай, Дана, давай! О, молодец. Ах. Ну, вылезай, трус. Ага, и мы пошли. Эх, Ло, мне на самом деле очень жаль, что так вышло с Акетрой. Надеюсь, она не поселила ненависть в своем сердце, как это сделали все члены братства. А вообще, ее назначение в совет это очень хорошее изменение для Мисра. Хотя ты, наверное, уже 100 раз это слышал. Меня просто очень волнует, что чем бы ни закончилась вся эта эпопея с огнями, Акетра, она в конце может просто выбрать уйти из Мисра. Ей наверняка хотелось бы исследовать разные миры, а не торчать в этом. Я не знаю, как выглядят другие миры, но я точно знаю, Миср не особо интересный. А вообще, знаешь, наверное, если бы твоя госпожа встретила здесь кого-то, как я встретил Мусфиру, может быть, у нее даже были бы причины остаться. Ох, Ло, ты бы видел мою Мусфиру. Если бы она меня не оставила, я бы никогда не стал мореходом. Я бы от нее никогда не отходил. Я бы все только ради нее делал. Да я и сейчас все только ради нее делаю, чтобы она поняла, кого потеряла, чтобы она наконец-то... Эй, алло! Ты когда-нибудь вообще замолкаешь или нет? Хотя бы на секундочку! Мы в городе полном монстров, а ты не можешь заткнуться рассказывать про свою Мусфиру? Серьезно? Она главный монстр моего сердца. О, господи. Что? Что такое? У тебя такое лицо, будто ты Мусфиру увидел. Да нет же. Там. Это что еще такое? Дайте я попробую. Мы пришли с миром. Черт! О май гад! Вот он! Они что, не знают, что такое мир, что ли? Как же больно! Который раз уже и каждый раз больно, как первый. Вот постоянно ж себе говорю, не надо лезть никуда. Тихо украл и ушел бы. Но нет. Что? Что они говорят? Вы
уходить отсюда. Мы вас не хотеть смерти. Моя легко может вас всех убить. Поэтому вы все свалите отсюда, чтобы мы могли забирать солнце. Да, блин, отличный план, Дана, да! Разозли их посильнее, давай! Чтобы их стрелы прошили тебя насквозь, что ж ты сделала? Священное солнце, оставаться здесь. Вы либо уходить, либо погибнуть. Мы готовы отдавать жизнь, но не отдавать солнце. Ну что, кучка фанатиков после тех монстров кажется совсем уж легким противником, да? Простите, мальчики, мы не можем уйти без вашего солнышка. Что? Нет! Нет, мы можем! Точнее, мы не могли вот так! Нет, это же говорящие жители! Дана! Дана, что ты делаешь? Дана! Какая же ты тупица! Какая же ты дура! Говорящие жители! Да тихо ты! О, господи, как же я надеюсь, что мы уже близко. Потому что эти драки уже надоедают. Интересно, что это были за непонятные носатики? На каком языке они говорили между собой? Как они умудрились выжить среди монстров с такими примитивными навыками борьбы? Они, вероятно, знали что-то. Ведь мы видели, что монстры жрут и людей, и животных. Так что, вряд ли носатым удалось с ними договориться, вряд ли. А вообще, надо бы проведать твоего друга. Пойдем. Где он там? Нет, стой, подожди, Дана! Говорящие жители впервые за все сезоны! Это просто невероятно! Я думал, что так все круто сейчас будет. Нам новую лорную часть будут раскрывать. Жителей. Кстати, для явного приличия надо бы, наверное, обыскать, что это за место, откуда вышли жители. То есть это... храм? Это... Ух ты. А, так ну да, это близко к Селиасет, кстати. Ща, ребята, я приду обязательно, погодите. Это очень близко к Селиасет, то есть они где-то здесь живут. Я не знаю, могу ли я себе сейчас что-то проспойлерить этим, но я был бы в этот раз рад. Да, видно то, что над Дидинахвамдисом постарались и проработали даже такие строения, которые я просто, ну, по сюжету как будто не могу увидеть. Но тем не менее, если я выйду за пределы сюжета, то я их увижу. Но никакого лагеря нет. Блин, было бы прикольно, если бы вот так вот делали, да, типа разместили какой-то лагерь, и я такой просто вышел за пределы сюжета и увидел. Мне в играх просто интересно натыкаться на подобные вещи. Чисто пасхалки ради я сейчас попробую забраться на саму статую Селиасет, но такое ощущение, что даже с моим полетом... Это невозможно, да? Я прям уверен, что там что-то спрятали. Но да, забраться вот так просто не получается. А если пройти дальше за статую... Е-мать! Вот просто руины, которые я бы никогда не увидел, если бы сейчас не зашел за статую. Вы понимаете? Какой же огромный город, если так подумать. Он реально громадный. Вот до туда идет дальше. И все это ради небольшого количества сцен. Ну, вообще, это, кстати, хорошо раскрыли. То есть вот эта мелкая деталь, возможно, в будущем будет больше раскрываться. Ну-ка, иди сюда. Черт! Женщина! Твои руки несут только боль, только боль! А сейчас тебе будет еще больнее. Отравила! Она отравила меня, Ло! Она залила мне яд прямо в рану! У меня осталось несколько секунд. Передай ему сфере, что я... Господи. Давай уже! Хватит нам театральных представлений! Нужно идти дальше! Стало лучше, кстати. Волшебница! Ты что сделала? Это ты, волшебник! Мастер по переобуванию! Я прижгла тебе рану, чтобы не пошло заражение. В смеси был анестетик, поэтому боль утихла. Но, к сожалению, через несколько часов она вернется. Именно поэтому нам нужно идти дальше. Я не хочу всю дорогу слышать твое нытье. Ну тогда могу рассказать еще истории про Мусфиру. О, боже. Надо было использовать яд. В общем, у нескольких жителей нашла в карманах вонючие пузырьки. Есть у меня подозрение, что именно эти пузырьки обеспечили им безопасность от монстров. Ну-ка.
Да. Ну и вонь. Даже запах морехода перебивает. Ты нормальный. Не удивлюсь, если на нас никто больше не нападет. Я бы к таким вонючкам и за километр не подошла. Давайте, давайте, прыскайте на себя, нужно двигаться дальше. Это тебе. Так, и тебе. Ой, я думал, у меня меч исчез. А он просто сюда переложился. Фух, блин. Окей, ой, ой. Что я сделал? Вонь! Ого! Реально вонь! Блин, это так интересно на самом деле. А вот и статуя. Ты куда? О, монстр. Все нормально, идем. Спокойненько. Тихо. 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 Хе-хе. Ты посмотри-ка. Эти носатые идиоты оказались полезными. Да, Дана, ты их только что всех перебила. Неужели не можешь хоть чуть-чуть уважения проявить, а? Ну а что? Если бы не я их, то они нас. Да и к тому же действовала-то я не одна. Лол-ложка мне очень даже помогал. Мы уже почти у самого храма, пора идти дальше. Какого же размера будет солнце этой громадины-то? Надеюсь, она подстроится под твое удобство. Не хочу, чтобы вся эта экспедиция была зря. Под мое удобство? В каком плане? То есть, типа, в руку? Как это, перчатка Таноса, которая подстроивается. Ох, Ух ты ж. обалдеть. Все точь-в-точь, как в видении Расула. Мне, честно говоря, даже не по себе. Ну, а ты чего застыла? Иди давай делай что-нибудь. Нам нужно забрать это солнце. Так, сэндвич. Сэндвич, это важно? Это просто трэш, бляха-муха. Ну реально все это время здесь? Давай, ладно. Солнце, Селиасет. Ой. Селиасет рада, что вы смогли добраться до ее огня. Что, реально? Ой! Тихо. Маленьким оставим. Я могу его забрать? Обалдеть. Нет, честно говоря, даже я здесь удивлен. Ло, я не понимаю, как тебе это удалось-то? Неважно, все потом. Надо сматываться отсюда. У Буриса и остальных нет этой вонючей жижи. Да. О, ты погляди-ка. А ты, оказывается, умеешь переживать за других, да? Да, если эти другие не ты. Если предыдущие огни тебе доставались так же легко, то неудивительно, что ты столько собрал. Что? Да легко? Ты серьезно сейчас? Вам пришлось перебить кучу монстров, целое племя местного населения, а потом еще и карабкаться в гору, так что я думал, что у меня легкие вывалятся. И это, по-твоему, легко, реально? Ты, блин, А теперь подумай сам. Будь на его месте кто-то другой, то нужно было бы еще и придумать, как тащить это огромное солнце. А тут вот оно как. Ему хватило просто потрогать его, чтобы оно уменьшилось. Как тебе все-таки это удается-то, а? Что в тебе такого особенного-то? Кроме твоего раздутого самомнения, ничего больше интересного не вижу. Эй, Ло, не слушай ее, не слушай, она просто злая. Я так рад, что ты есть в нашей команде. Без тебя было бы намного сложнее. А теперь пойдем скорее назад. Ты злая, да, ты злая. Понятно тебе. Так. О-хо-хо, емать! Емать! Так, я понял. Вперед на помощь! Или нет? Катсцена? Сюда, Буриска! Буриска! Нет! Нет, Буриска! Нет! Буриска! Буриска, пожалуйста. Нет! 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 Это полный Синдбад. Блин, я не знаю сейчас, что ощущать, что чувствовать. Это просто невероятная хрень сейчас была передо мной. Это же все сон, да? Это из-за вонючей мази. Нам просто галлюционируют. Эй, Дана. Он превратился в монстра. Он хотел напасть на меня. Я ничего не могла сделать. Я не успела. Я видела, как он превратился прямо передо мной. На моих глазах. Он превратился. Он хотел напасть на меня. Черт. Я, честно говоря... Я убила его.
Потому что иначе он бы убил меня. Да, я не успела. Эй, Я- Дана! Что? Эй, ты! Ты же не зря мореходом себя зовешь, да? Ты умеешь управлять кораблем? Да, я умею. Отлично. Тогда плывем домой. Да ладно. Я, конечно, дико прошу прощения, но я сейчас не... У меня до конца просто мозг не обработал информацию о том, что мы увидели, как Бурис превратился в монстра. Не только Бурис. Вся команда превратилась в монстра. Остались только мы. Это... Я просто не могу в это поверить, реально. Я без шуток сейчас не могу в это поверить. Бурис, это же персонаж, который был с нами с первого выпуска. Это все сейчас произошло настолько резко, что, знаете, как будто сюжет должен был идти. Итак, мы возвращаемся, и мы уплываем. Все хорошо. А то, что нам показали... Подожди, Солнце Селиасет. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Так, капюшон вора. Убито монстров, когда... Ладно, мне это сейчас все вообще не интересно. Ну, кроме Солнца Селиасет, конечно. Я могу об этом поговорить? Синдбад. Бурис. Столько трупов. Солдаты Амара. Бравые ребята в красивой броне. Они все погибли. Тойф и Тунцы в своих глупых масках. Бурис. Нет. Столько людей потеряли, какой кошмар. Неужели цели братства того стоят, Ло? Или жизни людей для них настолько ничего не стоит? Неужели? Мне больно от обоих вариантов. Я не хочу. Прости, я не хочу сейчас об этом говорить. Ладно, видимо, на самом деле очень круто передается то, насколько сейчас все в это не верят. Не только я, как человек, настоящий человек, Рома, Роман, но и даже они реально в это не верят. Они не могут поверить в то, что увидели. Дана, даже ее это пошатнуло. Так, может, кстати, поговорим об этом? Мне не нужна твоя жалость. Если ты такой хороший и понимающий, каким пытаешься казаться, ты должен понимать, что я только что убила своего любимого человека, который превратился в монстра у меня на глазах. И если ты это понимаешь, то ты не станешь ко мне подходить и пытаться заговорить. Потому что во всем мире не сыщется слов, которые могли бы сейчас меня поддержать. Или ты считаешь, что раз ты мироходец, то в мультивселенной что-то найдется, да? Ха! Да ты хоть знаешь, мироходец, почему братство не отбирает у тебя огни? Потому что ты сдохнешь. Вот почему. Им нужно, чтобы именно мироходец расставил огни в отправлении. Принес себя в жертву ради достижения богов. Так что не спеши соболезновать мне. Соболезновать, что я потеряла Буриса. Потому что очень скоро ты отправишься вслед за ним. Надеюсь, твоя смерть не окажется такой же бесполезной, как смерть других. Я не знаю, что мне на это сказать, клянусь, это самая дикая серия по режиссуре. Подать смерть вот так, как нам сейчас ее показывают, это, ну, такой, знаете, небольшой разрыв шаблона. Потому что именно путем ломания этого шаблона я до сих пор, даже спустя эти разговоры с персонажами, не могу поверить в то, что увидел, черт возьми. Так, стоп, давайте немного отвлечемся. Надо отвлечься. Стол исследователя. Солнце Селиасет. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданное богиней плодородия, солнце дарует своему владельцу силу нести свет и разгонять тьму. Благодатный свет. Разместите солнце Селиасет в мире, чтобы вернуть ему истинную форму. В этой форме солнце ускоряет рост любых растений в огромном радиусе, а также сжигает нежить. Улучшение увеличивает радиус, а также повышает температуру солнца. Что? Окей, я не могу сейчас улучшить, да? То есть у меня не хватает, получается, ни очков навыков, ни опыта. У меня буквально 0 опыта. Тогда это мы забираем. Иди сюда. И если я его поставлю... У-ху! Солнце Селиасет! Получается, если я прямо сейчас, допустим, что-то попробую вырастить. Земля есть? Так, ребят, земля. Так, ладно, у меня есть земля, все окей. Сейчас быстренько бахнем себе верстак. И даже мотыгу, как таки ни странно. Раз, два,
3. Так, ну и что? Оно растет быстрее, я не понимаю. Я вижу вот этот вот маленький эффектик. А, это пыль, это песок липнет. Не, возможно, конечно, вода нужна, но я не уверен, что вода есть. У меня есть 5 ведер, но воды, увы, не найдется. Хотя можно посмотреть где-нибудь вот в этой стороне. Мало ли найдется какой-нибудь большой чан с водой. О, я могу сюда зайти, кстати. Вода. О, стоило только сказать, ребят. Забираем. Так, погоди, а если я могу зайти сюда, то могу... Сюда тоже! Ой-ой-ой, это же кабинет Буриса. Ну да, в этот раз никакой Бурис мне запретить зайти не может. А, ну кстати, это не то, что кабинет Буриса. Тут всем хватит места. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 кроватей. Мы реально первый раз можем походить по этому кораблю полностью. Здесь мы, получается, когда-то сидели, когда нас голенькими перевозили, помните? Так, а сюда... Сюда я не могу зайти. Ну, понятно. Так, в итоге проверка. Как это работает? Я просто хочу удостовериться, то, что я все понял. Мне нужна какая-то влажная территория здесь или что? О! Опа-па-па-па, погоди-ка. Так, вода рядом появилась и что-то поперло. Возможно, если у меня появится чуть больше таких семечек, которые будут просто постоянно расти, то мы заметим прям головокружительный рост вокруг. Для этого мы эти самые семечки берем. И вот, допустим, 3 штуки, да? Раз, два, 3. И сейчас будет очень часто это происходить. Ах. Да. Короче, я думаю, то, что это идеально против нежити, а вот для роста, ну да, это прикольно, но сами видите, как это работает. Я просто в первую очередь о чем подумал. Если мы будем выращивать много пшеницы, поставим это солнце, то мы сможем добывать очень много пшеницы и, наконец-то, продавать. Так, солнце Селиасет. Получается, мы уменьшаем. На всякий случай еще раз сделаем больше. Нет. Ну, тогда уменьшаем, забираем. Это все мы тоже забираем. И, кстати, напомню еще кое-что. Мои перчатки Монту могут чинить какие-то предметы. Для этого мне, по идее, нужен необработанный ауритех, который нужно превратить в ауритеховый слиток. Отлично. Далее берем, например, железную кирку и тыкаем. Не. О! Сюда! Погоди, а ауритеховый слиток при этом не потратился? Что? Стоп. Я могу так бесконечно чинить? Да ладно, так это же имба. Не, это, знаете, это не просто имба, это имбище. Что ж, дамы и господа, давайте постепенно начнем понимать, что нам только что показали. Я как бы уже успокоился более-менее, но, тем не менее, вот это вот полноценное осознание еще не пришло. Наверняка, если у меня так же, то у какой-то части зрителей точно такое же. Если у вас такое есть, то... опишите свои чувства в комментариях. Это, блин, это правда очень интересно почитать, потому что это те самые чувства, которые испытываю и я. И мне очень тяжело их описать, вот в этом проблема. Хотя я попытался. Спасибо большое за просмотр данной серии. Сюжет близится к концу. Это уже не просто очевидно, а мега очевидно. Нас уже тычат лицом в это. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про ваши подписки. Это сильно мотивирует. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и невероятная история 13 огней. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.